Приветствую всех на своем канале, меня зовут Анна, и это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Девочки, вы не поверите, вступаю еще в один совместный проект, но я думаю, что в этом году этот проект будет последним, но я не могла пройти мимо. Тут такое завораживающее название у этого проекта, и то есть он прям, это даже само название воодушевляет. Послушайте, как звучит мой совместный проект. Последняя петелька под бой курантов. Ну, не здорово? Организовала данный совместный проект Светлана. Канал ее называется «Спицы и клубочки». Все девочки, которые участвуют в данном совместном проекте, я ссылки на их каналы оставлю в описании под видео. И так хочется, чтобы под последний бой курантов закончились все мои работы, которые длятся уже несколько лет, вы не представляете. Вот, но я прям вот, не знаю, возлагаю огромные надежды на то, что у меня это получится. Сейчас проекты, которые я вам буду показывать, вы их видели в других совместных проектах, они тоже участвуют. Но для чего я их сюда добавила? Света, кстати, разрешила, да, это мне сделать. Потому что они объемные, вяжутся долго, и мне хочется и там повязать, и тут повязать получается. Вот, и в итоге я надеюсь, что выйдет какой-то из этого толк. В этом совместном проекте мы можем начинать вещи, довязывать, мне кажется, я так поняла, что можно все абсолютно, и вышивать, и вязать, и шить, и все, что хотите делать, лишь бы вы закончили свои все недоделки или все свои начинания в этом году. Значит, с чем я буду вступать? Я, конечно, возьму поначалу несколько проектов с собой. Если они у меня закончатся, то я добавлю еще другие. И еще такие условия в этом совместном проекте, что я, если буду начинать, те же самые, там, трио-старты у нас. Сейчас у меня идет совместный проект СП «Радуга», да, там тоже каждую неделю мы стартуем. Я тоже эти старты могу добавлять в этот проект. Суть проекта – доделать. Вот, не оставлять на следующий год. Ну все, давайте, я вам покажу свои такие, самые такие наболевшие для меня проекты. Значит, первое, это вот такое мое платье. Кстати, это платье я начинала вязать в совместном проекте тоже у Светы. Я надеюсь, Свет, что в этот раз я его закончу. Так, значит, что у меня здесь? В принципе, этот маркер мне не нужен. Я его уже показывала в отчетном видео, отчитывалась. Вот. Что у меня здесь связано? На данный момент, так, у меня вяжется поперечным вязанием платье. Так, как же показать? Ой, простите. Значит, идет вот рукав. Один рукав отвязан. Перед и спинка, горловина тоже вот как вот так вот покажу, тоже связаны. Уже связана, получается, половина спинки, половина переда. Соединено уже перед и спинка, и мне нужно отвязать до рукава, по-моему, один отдел вот такой вот, и потом начинать делать убавки и вывязывать второй рукав. И у меня как бы тело платья будет закончено. Далее, потом я провожу ВТО, посмотрю, выравниваю все это, и низ платья я буду уже набирать и вязать вниз резинкой. Но там я буду смотреть. Может быть 2 на 2, может быть сделаю 4 на 2, да, какой-то нерегулярной резинкой точно это будет связано. И буду брать сюда под мод Лидию. У меня есть Лидия Василькова «Отсчет цвета». Вяжу я на спицах, сейчас, девочки, скажу, 3,75. Вот, что у меня за пряжа? Так, пряжа это Alize Sal Simli. Мне она очень нравится. Это, получается, акрил у нас с металликом идет. Как видите, это такой синий цвет. Ну вот и с синим люрексом. Люблю очень эту пряжу. Носится очень хорошо. После стирки не катается. Практически не растягивается. Ну, не видите, форму свою не теряет. Да, не держит резинку, но у нас для этого есть спандекс, в принципе. Вот, для того, чтобы резинка держалась. Значит, смотрите, у меня осталось 2 целых мотка. И этот, в принципе, только-только начат. Я думаю, что на платье мне должно хватить. Вот, так, здесь нам все-таки нужно будет маркерочек прикрепить. Сейчас я
Так, прикрепим маркерок. Давайте контрастный. Так. Вот здесь на лицевой глади прикреплю, чтобы было видно продвижение. Да, не сказала вам, что отчеты мы будем делать каждую неделю по воскресеньям. Сейчас до 10 числа мы выпускаем вступительное видео. В это воскресенье мы не выпускаем отчет, а уже в следующее воскресенье отчет должен выйти. Вот, маркерок я прикрепила. Для себя я выбрала такой алгоритм, что каждое изделие минимум провязать по 2 часа. Просто каждое, которое я возьму. Поэтому, в принципе, на неделю у меня есть 3 таких полноценных выходных, если у меня нет никаких других дел. И на каждое изделие на этих выходных я смогу, думаю, по 2 часа себе выделить. Слава Богу, в это время меня никто не дергает. То есть домашние дела меня не обязуют, да, делать что-то такое срочное, экстраординарное. И поэтому я думаю, что выделить этому изделию там в неделю 2 часа я могу. Девочки, это минимум, который должна провязать. Если я это не буду делать, то, естественно, ничего продвигаться не будет. Там 2 ряда, смысла нет вязать. Так, ну вот такая вот одна работа у меня будет кипеть, я надеюсь. Так, вторая, это новый процесс. Вот, процесс был начат в проекте «Радуга» в красной неделе. Но я хочу его довязать, этот свитерочек, вот, дабы отправить посылку уже деткам своим опять. Внучкам, сыну и невестке. Вот, на такой стадии у меня только одна, вот, не знаю, спинка перед будет, посмотрю. Еще, видите, горловину я не вывязывала. Но я думаю, что я, скорее всего, вывяжу перед, а спинку я уже буду подгонять. Так, вот на такой стадии маркерочек можно прикрепить. Так. Тоже хочется закончить этот процесс. Значит, вяжу я, видите, в каком виде? Так, пряжа у нас это софит. Все этикетки вот в таком состоянии. Мне эту пряжу дарили в бумеранге в прошлом году. Это получается пряжа от Color City. Здесь 45% шерсти ластер, 55% шелка. Вот по рекомендациям тут, по-моему, вязать. Сейчас скажу, на каких спицах. Вот. Так, что тут у нас нарисовано? Нарисовано у нас 2,5-3. В 100 граммах 380 метров здесь. Пряжа мне очень нравится, мягенькая, вяжется приятно. Конечно, она скользит, видите, сыпется. Но это меня вообще никак не напрягает, как я вам уже сказала. И если бы этикетка не рвалась, то я бы вязала, брала бы ниточку с серединки. Я так, в принципе, и начинаю всегда вязать, да, когда такая цепучая пряжа. И потихоньку бы выходила эта ниточка, да, и ничего бы не рассыпалось. Ну, нет этикеток, видите, они вот в таком состоянии все. Значит, еще я использую здесь пряжу Vita Brilliant. Она по составу точно такая же. И серый цвет у меня вот немножко совсем участвует. Это Alize Angora, Alize Lana Gold 800. В одну ниточку вяжу. Ну, вообще абсолютно ничего в жаккарде не видно, что это пряжа потоньше. Вот так вот перетяжечками делаю жаккард. Вяжу, как я всегда вязала. Там протяжки, там не с протяжками. Я не понимаю, как вязать жаккард без протяжек. Ну как, после каждой петли, что ли, заворачивать? Все равно жаккард вот у меня получается с протяжками. Хочешь, не хочешь, все равно протяжки видны. Все равно вот такие вот петельки же есть. Поэтому для меня, что говорят вот без протяжек, для меня это все равно протяжки. Так, вот такая вот у меня будет еще работа. Так, маркерочек мы с вами прикрепили. Спицы тут у меня, по-моему, 3. Я вяжу на 3. Сейчас я вам точно скажу. Да, по ощущениям 3. Кстати, это я вам показывала, да, в своих последних покупках перед тем, как уйти в завязку. Показывала спицы, которые я заказывала на Алике.
Мне, кстати, очень нравится не леска. Леска вообще без памяти, она не закручивается. Вот она постоянно вот в таком состоянии находится. Никакие кренделечки, ничего нету. То есть вот леска реально без памяти. Никак, вот вы сами видите, все, она вот ровная. И мне это очень-очень нравится. Ну, перейдем еще к одному моему процессу, который будет участвовать в этом совместном проекте. Тоже большой. Так. Постараюсь сейчас его вытащить. Так, вроде вылез весь. Так, что тут у меня? Тоже вяжется поперечным вязанием. Это свитер, тоже зимний. Рукава. Один рукавчик у меня связан, как видите. Значит, одна сторона переда, да, это перед, по-моему, да. Значит, сторона по переду довязана до середины. И сейчас мне нужно идти и вязать до плеч. До плеч. Потом, значит, нужно вязать будет уже спинку. И также вязать до плеч, соединять. И в том же порядке. И уже потом выходить на рукав. Но это будет свитер. Здесь отдельно, единственное, что отдельно вяжется, это резинка. Тут резинка будет такая высокая. Вот, достаточно широкая. И после ВТО тоже свитерочек по-другому будет смотреться. Ну, в принципе, и сейчас видно, да, что жаккард ложится ровно. Нигде ничего не у меня гармошка не становится. Так, единственное, в этом полотне вот этот узор, он стягивает. Но когда я буду проводить ВТО, я немножко растяну, и все. И у меня будет все ровненько. В принципе, чуть-чуть различается, да, видите, по высоте. Прям вот немножко, совершенно, может быть, на пол сантиметра. Вот, но я компенсирую чем? То, что я здесь то убавляю петли, то прибавляю петли, да, для того, чтобы это все у меня выровнялось. Вот, с чего вяжу данный процесс. Тут участвует у меня 4 вида пряжи. 4 цвета, но 2 вида. Значит, вся пряжа это Адоры. Про этот свитерок я рассказывала. Начинала я его во времена года, в январе или в феврале. Это вообще моя мечта. Это свитер с журнала то ли Сабрина, то ли Сандра 2003 года. Зимняя там серия. И там есть вот такой свитерок. Но я его, конечно, изменяю. Почему? Потому что у меня пряжа тоньше. И получается, что секции вот эти вот там, если вязать по журналу, то эти секции должны быть, вот такие вот, да, допустим, раз, вот смотрите, вот здесь лучше вам будет видно. Там идет раз, два, три, 4 перекрещивания. А я делаю, допустим, по 6. Здесь у меня вообще, посмотрите, сколько, да, вот этих перекрещиваний идет. То есть я просто соблюдаю как бы очередность полос и саму общую задумку, да, а остальное я все сама высчитываю и вяжу так, как мне нравится, под себя, под свой размерчик, так можно сказать. Ну вот, пряжа. И я мечтала все связать этот свитерок, и когда вышла вот эта пряжа Адоры, мне пришла сначала секционная пряжа, потом, значит, я вязала жилет вот с такой пряжей, и мне понравилось, как она лежит и как она после стирки себя ведет, да, эта пряжа. Я решила, что я хочу себе связать именно этот джемпер именно с этой пряжи, потому что все цвета прям вот как идентичные, как в этом журнале. Темно-синий колор это 350, голубой колор это 340, белый колор это 330. Вот. И маленький помощник у меня здесь Alize Softy Baby. Это вот эти полосочки, пушистики, которые разделяют, да, эти полоски основные, да, полотна. Так, это белый цвет. Софти это на 50 грамм идет 115 метров у нас. Так, а цвет 450, ну это белый. Вот, а здесь я вам не сказала, в 100 грамме 280 метров. Вот, вяжу, любуюсь, мне очень нравится, но в этом месяце я его ни разу не продвинула. Какой бы совместный проект я его не брала, он у меня, не двигается, и все, ты хоть убей меня. Вот, видите, маркерок прикреплен. Нужно сейчас вот такую путанку вязать, а у меня волосы не там.
Так, пряжи у меня достаточно. У меня целая упаковка белой была, целая упаковка голубой, целая упаковка синей. И софти мне достаточно, по-моему, 2 у меня даже таких. То есть пряжи мне хватит. Знаете, если сядешь и начнешь вязать его, вот не оторваться. Я вот рукав буквально за 1 день связала. И все, вот что застопорилось. Ну, видите, все зависит от погоды. То лето наступит, то какой-то совместный проект, то что-то понравится. Ну, вот так вот прыгаешь. Ну, это вот, знаете, когда становишься многопроцессницей, это всегда так. Раньше такого со мной не было, а сейчас мне это нравится. Так, и на этом еще не все. Я еще не закончила. И, девочки, буду пробовать. Я обещаю, что одну игрушку я свяжу. Я вообще по плану, конечно, много. Но не хочу даже тут зарекаться, потому что я буду вязать такого типа игрушки первый раз. И поэтому не хочу зарекаться, что у меня не получится. Вдруг у меня не получится, но одну точно сделаю. Значит, у меня куплены вот такие заготовочки, проволока. Вот такая пряжа у меня есть. Еще есть темно-зеленая и болотного цвета. Надеюсь, вы, наверное, догадываетесь, что я буду вязать. Я вот получила вот такие глазки. Я получила такие шарики. И я хочу, это пластиковые, не пластиковые, а как это, шарики из пенопласта. Я хочу связать игрушки на елку на Новый год. Если у меня более-менее симпатично получится, значит, пойдет как бы и на подарки, и на продажу. Да? Там меня, во всяком случае, это просили об этом. Нет, знаете, это будут как сувениры для моих близких. Но это платный мастер-класс, который я приобрела заранее. Мне он очень понравился, и я вот хотела все-таки попробовать связать данные игрушки в каком-либо проекте, да, начать. Хотела в зеленую неделю, не успела. Но тут вот Светин проект попался. Почему бы не воспользоваться этим, правильно? Это прям свыше дано. Да, и в этом же проекте будет участвовать у меня вот такая пряжа. Это пряжа Alize Sal Simli. Ею я буду обвязывать эти шарики. Крючок, по-моему, 1,5-2 идет. Игрушки будут или на каркасе вот таком, вот такой тоже, вот знаете, я даже не знаю, как с чем его едят. Буду всему учиться, то есть это будет все у меня, девочки, с нуля. Я надеюсь на вашу поддержку, на поддержку девчонок. Я надеюсь, что у меня получится это сделать, это связать и в ближайшее время показать вам хотя бы какую-то готовую работу, хотя бы начинание какое-то, да, вот. Ну, конечно же, здесь еще и глазки. Вот это глазки, вот такие вот красивые. Сегодня посчитала здесь 50 пар. Ну, они покупала все на ВБ. Вот, они не такие дорогие, пригодятся. Вот, эта пряжа у меня уже давно тоже есть, и это тоже давно. Также вот такие короны мне пришли. То есть вот, вы, наверное, догадались, буду вязать символ года вот такими классными коронами. Вот они. Они железные. Правда, я пока не понимаю, как я буду их крепить. Мне кажется, их вот такие. Мне кажется, их как-то крепят на клей. На клей кристалл или, может быть, на клей пистолет. Клей пистолет у меня тоже есть. То есть вот такая я подготовленная, да, к Новому году. Если получится, конечно, все. Вот такие, девочки, у меня планы. Спасибо, Светлана, тебе за такой замечательный тоже проект. Я надеюсь, что я не ударю в грязь лицом, что у меня будут хорошие продвижения, что я на следующее подключение не буду ныть, что у меня нет времени. Но я даю слово, что я так не буду делать. Я найду время и буду вязать и продвигать. И я хочу связать свой последний процесс, последний, как говорится, бой курантов. Все, на этом буду с вами прощаться. Спасибо, что остаетесь со мной на канале. Спасибо тем, кто подписывается, кто ставит лайки, кто смотрит. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Я думаю, что будет много-много чего интересного. Все, всем пока-пока, до следующих подключений.